Ну что, друзья, мы готовимся к нашей завтрашней вылазке. Искупались, помылись. Светлана уже в постельке. Сейчас и я к ней присоединюсь. Немножко посмотрим Маламандерса. А завтра отправляемся на заброс с утра пораньше. Да, так что оставайтесь с нами и не переключайтесь. Всем доброе утро. Мы немножечко проспали, потому что вчера очень поздно легли. И сейчас нам нужно собираться и выезжать на заброс срочно. С котиком. Срочно. Прям вот быстро. Да, Борь. Собираемся, одеваемся. Ну что, друзья, мы готовы к покорению новых объектов. Ждите. Ну что, поехали? Поехали. Итак, мы уже повернули вот на такую дорогу. Видите, выбор машины оказался правильным, потому что на моем Мерсе мы бы здесь не проехали. А у Людмилы тачка мощная, высокая, полноприводная. А лопата есть? Лопата есть. Ну, будем откапываться, если что. А сейчас у нас оффроуд начался. Естественно, брюк. Да, с двумя тачками здесь будет разъезжаться тяжело. Ну, есть народец. Ну, накатанная, да. Может, там сейчас толпа туристов. Человечек какой-то он там впереди. Этому человечку лучше подвинуться, отойти с дороги. Впереди едет машина. Сейчас не знаю, как будем разъезжаться-то. Сейчас проверим проходимость. Нива Шевролет. Или это как называется? Нива Шевролет? Или просто Нива? Лада не. Занос, занос. Но мы едем. Даже на второй, не на первый. Тоже, блин, турист. Да, наверное. Ну, по 2 метра поставить пешеходный переход. Конечно, пока дальше не уже устали. Махает нам ручкой. Целая команда, бригада. Ага. А мы приехали на... Как это называется? Я забыла. Пойдем, отойдем от нее, надоело уже. А это какая-то воинская часть. Номер какой-то там. Ну, мы вам потом расскажем, как обычно. Нет, ну это система противоракетной обороны Москвы. Она уже заброшена. И сейчас мы попробуем здесь все облазить и все посмотреть. Вон уже виден купол один. А вот эти вот радиолокаторы, их здесь должно быть сколько-то, штучек 6. И воинская часть. И ракетные шахты. Все это мы сейчас попробуем посмотреть.
Маленькая узкая тропиночка тут имеется. Ну, вот такая здесь насыпь из каких-то камней и мешков, чтобы на машинах сюда не проезжали. Идем смотреть гараж, по всей видимости. Врата сняли. Посадка и в автомобиле за пределами бокса. Ну что, Светлана? Ну идем смотреть, что здесь оставалось. Объект уже давно заброшен, поэтому здесь все растащили. Здесь устраивали костры. Ой. Диваны. Идем, посмотрим. Я в бункерах никогда не была. Снега здесь по колено. Ой. Надеюсь, не провалимся ни в какие ямы. Да, читая информацию по поводу этого объекта, обещали нам здесь какие-то множество подземных люков и провалов. Здесь все снегом занесено. И может быть достаточно опасненько. Фу, какая вон. Пахнет каким-то машинным маслом. Это вход сюда. Ну что, пойдем немножко. А тут больше нет, одна комната. И все. Нифига, это не бункер. Все. Маленькое подземелье. Ничего, какого достатка здесь нету. Неинтересно, куда дальше. Так, ну, движемся дальше. Тут ничего интересного мы не нашли. Мадама в красном дошла. Тоже, наверное, экскурсию своим ходом. Ну все, погнали. Тут прям кто-то сегодня. Да. Это, наверное, КПП. Что у нас КПП? Зайду, быстро гляну. Конечно же, ничего. Ничего нет. Ой.
расположение достаточно большое. Поэтому придется полазить, чтобы найти интересные. Нам объекты. Ну, хорошо, зимой видно. Да, сквозь листву. Было бы хуже. Ну вот он. Первый шарик. Сейчас мы в него проберемся. Интересно, это большой или малый? Мне кажется, самый большой. Вроде Где как все остальные? Я не удар. вижу ни одного больше. Наверное, по той тропинке туда дальше. Ну вот, друзья, приближаемся. Надеемся, что можно будет туда, в этот сам купол, пробраться. Вроде как вход мы видим. Посмотрим, что там внутри. Ой, только тропинки я не вижу туда. Проделано. Натоптанные. Ну что? 121-й отдельный противоракетный центр, воинская часть 2830, относился к системе А-135 ПВО «Амур». Система противоракетной обороны Москвы А-135 предназначена для отражения ограниченного ядерного удара по российской столице и центральному промышленному району. Разработка началась в 1971 году и принята на вооружение в 1995. Снято с вооружения в 2016. На территории находится 8 ракетных шахт системы ПРО А-135 для использования ядерных противоракет дальнего перехвата 51Т6. Несколько бункеров, убежища для личного состава, технические помещения, склады, пожарная часть и 6 радиолокационных установок. Что мы видим? Лестница. Тут что-то непонятно для чего. Такие конструкции. Идем дальше. Тут кроме бетона ничего нет. Тут уже совсем темно. Так, тут еще одна комната, мы потом сюда. Потом зайдем. Что тут? А, здесь еще один проход. Ну там тоже. Пойдем сюда. Тут опять какие-то рвы, желоба или что-то. Тут опять. Далеко этот коридор-то. Смотри. Да. Ну ладно, сейчас сходим.
Котлован. Тут, наверное, лифт, лифтовая шахта. Художество. Здравствуйте, красиво, смотри. Аве Мария. Так, ну ладно, опять коридоры. Пошли. Пойдем все исследуем, а потом, что самое интересное. Да, ну давай посмотрим. Журнал. Ну, он какой-то гайд отсюда, скорее всего. Не хочется. О, лестница. Ну пойдемте по лестнице. Нет, это какой-то. Там еще есть тоже. Да, ну тут мы если спрыгнем. Нет, залезть можно полазить. Да, на обратной дороге. Друзья, у кого есть догадки, кто знает, что это за помещение, все пишите нам в комментарии. Просвещайте нас. Радиолокатор канала Цели представлял собой РЛС параболической антенны под сферическим радиопрозрачным укрытием диаметром 36 метров, который производился из материалов, защищающих от дождя и ветра, но пропускающих радиоволны, из стеклотекстолита монолитной или сотовой конструкции, окрашенной специальной радиопрозрачной эмалью. РЛС предназначались для отслеживания траектории полета цели и выдачи целеуказания для противоракет. Дальность действия РЛС составляла до 2500 километров. Сейчас, друзья, мы проверим, из чего же сделан этот шар, который очень похож на бетон, но говорят, что это не бетон. Но я не дотянусь. Точно? А изнутри? Смотрите, какой он огромный. Ну как, нормально? Офигенно. Концертный зал пропадает. Друзья, а как вы считаете, может быть, нам здесь спеть? Здесь находилась антенна радиолокатора, который помогал ракетам наводиться на цель в случае ядерного удара. Тут каждый шаг отдается. Причем, не знаю, в каждом уголке. А здесь еще какой-то выход. А, смотри, еще какой-то выход.
вот все, что осталось от былой мощи. Но на самом деле эти объекты, эти РЛС уже давным-давно устарели, потому что они могли отслеживать только несколько целей. А появились более современные боеголовки, которые разделяются. И эти РЛС уже не могли их ловить. И на их смену пришли более современные. Ну, акустика тут, конечно, потрясающая. Лучше вообще ни в одном концертном зале, наверное, нет такой акустики, как здесь. Здесь какие дыры. Вот пол можно слазить. Здесь даже лестница есть, смотри. Да, так она в никуда. Все, ладно, не будем пугать местную флору и фауну. Да, можно тут все так обустроить, такой охранительный концертный зал сделать. По кругу сидушки. Да, по кругу сидушки. А Вот вон вот там снести. наверху человек бы пел. Нет, все снести и такую сцену круглую, Да. как амфитеатр такой. Увы и ах, не в этой стране. Друзья, у нас появилась идея для стартапа. Что если найти какого-то спонсора и превратить эти купола в концертный зал? Ну, это Людмила предложила. Ищем спонсора. Кто желает, пишите нам. У кого есть лишние деньги? Ну, еще нормально все держится на самом деле. Ну, если для оборонки строилось тоже, у нас оборонка-то. Ого-го. Все должно стоять. Еще очень долго. Мы покидаем этот шар, в котором мы побывали, и отправляемся в подземелье, в бункер. Ну что, Светлана, ты готова Да. спуститься Конечно. в неизвестность, в преисподнюю ада? Идем. Тропинка проложена, значит, все ок. Надпись на стене, посмотри. При задержании чего-то там снимите снаряжение. Опудрить порожек. Не знаю. Итак. Комната. Просто комната. Мне кажется, это не бункер. Какой-то опять проход подземный. Опять все здесь. Какие-то маленькие комнатушки. Какая-то столовая, что ли. Пищеприемник.
Включай. Ну а тут туалеты. Вообще непонятно. Для чего? Ну и все. И вон там он. Выход. Да нет, это не бункер, это что-то. Бред бункер. м, Ну, смотрите, вот здесь остался корпус от чего-то. Может быть, здесь какие-то приборы были, управление, может сказать, командный пункт, управление РЛС. Ну да, его просто так присыпали землей немного. Здесь деревянная обшивка. Хотя была, вот, дерево. Какие-то дырки есть затопленные. Ну ничего, здесь еще много объектов. Я думаю, что мы все излазим. Ну, короче, может быть, здесь где-то и есть спуск. Но мы не нашли. Все тут вот так. Так, приближаемся к бункеру. Насыпь побольше, чем у предыдущего. Может быть, найдем спуск вниз. Все-таки это же бункер. Он должен под землю уходить. На военных объектах должны же быть бункеры подземные. А это просто какой-то не бункер, а насыпь. Так не считается. Дело осложняется снегами, мы не можем оценить полностью обстановку. Может быть, здесь где-то ход есть, но он завален. А еще же здесь должны быть шахты для ракет. Да, Пусковые кстати. шахты. А вот там уже я вижу человек возле Где? шара. Наверху? Нет, вон там на фоне оранжевом. Приблизь. Приближай. На шар наводи. Угу. Ну, это, наверное, вот эти вот следы. Угу. А может, металлюда. Друзья, ну мы вот увидели, у третьего шара стоит трактор. Наверное, вот он и прочищал вот эту дорогу. Но мы сейчас пойдем вон туда, там даже свет горит. Фонарь какой-то. Действующий. Может, действующий бункер? Да, вот тут ничего уже действующего нет. Машин. Газель. Да. Неужели здесь есть что-то действующее? Тут много следов. Наверное, действующий бункер. Машина стоит. Тропинка прочищена. Туалет. Мусорка. Ну, Свидание. врата открыты. Табличек нет. Зайдем, почитаем. Сооружение 5. Я думаю, что сюда не идем. Может, здесь сюда Там экскурсии есть будет? звонок, мы можем позвонить. Государственный гимн Российской Федерации. Государственный флаг, государственный герб.
На страже мирного неба. Даже вон, смотрите, третья дежурная смена, вторая дежурная смена, первая. Лучшие специалисты. Нету. Вот сейчас смотрю, вот такие оборудования вместо вот этих. Да? Да. Флаги сняты. Да, флаги сняты. Ну, очевидно, что какая-то жизнь тут есть, но... Да даже чистит он, смотри. Каждый день причем. Пошли на беседку Подёргаем сходим. Или вокруг. Не, вон в беседку. Вот так. А посмотри по Викимапе, что, неужели действующий? И что охраняют здесь? Система ПРО. Здесь нету связи. Глушат. Ну и Это что? стопудово бункер натуральный. Да, вот это натуральный бункер. Дверь закрыта. Я подергала. Ну ладно, что. Гостеприимные военные. Да, Не хотят нас не ждут что-то нас. Ну, наверное, вот эти вот с трактора. Интересно, девки пляшут. Что-то какая-то деятельность бурная около третьего шара. Трактор что-то, подъезд какие-то расчищает. Люди ходят туда-сюда. Что-то пилят. Мы думаем, что воруют. А ведь здесь, наверное, был центральный подъезд, смотри, фонари сохранили. Пилят там, что-то слышно. Да может они подземные коммуникации распиливают на металл. А здесь, видимо, главный въезд был. Фонари стоят. Все пилят. Еще что-то осталось. Распиливают. Не до конца еще растащили. А сзади этого шара стоит типа мусорка. И вот так вот, наверное, вывозит. Последние богатства Советского Союза. Здесь скрылся за деревьями маленький шар последний. Тоже с надписями, с граффити. Короче, везде можно пролезть. Да, объект полностью вообще не охраняется, только один действующий бункер и все. И здесь собачья тропа. Тут, как всегда, характерно для военных объектов Российской Федерации, обязательно высажены ели. Здесь целая аллея еловая. И вход в еще один большой шар. Так, ну в принципе все то же самое. Да, то же самое. Мне кажется, потолок вон весь обожженный какой-то.
жгли здесь. Проводочку плавили. Да, ничего, тут уже все открыто. Законсервированного уже ничего нет. О, сруб какой-то лежит. Какие бревна. Неожиданный набор. Хорошие еще. Странно. Так, документы. Ну давай. Листай. Электробезопасность. Справочник. Схема электрическая. Электрическая, в принципе. Да, листаем. О, здесь большая лопата. Схему, короче. Ну ладно, схему понятно. Понятно, что ничего не понятно. А вон там, вон тетрадочка, что-то. Общая тетрадь. Что там написано? И вот какой-то ученик. Так, далее. Что у нас тут? Тоже какая-то схема. Угу. Все каких-то. Ясно, короче, одни схемы. Ничего не понятно. Схема чего это? Ой. Телефон. Телефон. Ключ. Глянь. Ну, такие они уже. Никакущие. Видавшие. А вот то же самое схема. Такая же принципиальная электрическая схема. Короче, везде одно электричество. Открыточки, конвертики. Схемы. И вот такой плакат. Ну ладно. Пойдем. Енисей какой-то. Какая-то супер секретная Валялась. Методическое пособие. Методика отыскания чего? Неисправности на аппаратуре АПС-60. Для военнослужащих. Как порядок отдачи и выполнения приказа. Охренеть. Отдание воинской чести, смотрите. Это устав, что ли? Да. Особенности внутренней службы. Целая книжка написана о том, как Как честь надо отдавать. честь отдавать, да. Вот что. О, друзья. Фотографию нашли. Ну-ка, ай! Ничего не видно. Ну вот, может, кто-то себя узнает. Кто-то здесь служит. Да, пацанчик. Так. Пойдем, это не успеем подняться. Наверх. Здесь у нас не так оборудован залаз, поэтому... Самодельной лестницы кто-то спилил железную себе на даче. Соорудили вот такую. Идем. Ну, попробуем. Ну, вот. Ну, они там подставили все везде прочно.
Мы пробрались на вторую большую. Светлана открывает дверь нам. Открою. Да ладно, эту оставь. Это освещение я делаю нам, чтобы нам было светлее. А, Короче, ну, смотри. Какой-то пластик. Углепластик. да. Да, ни бетон, ни железо. Ладно, пойдем. Ну, здесь то же самое. Та же штуковина посередине, ничего нет. Тот же купол. Но здесь поменьше мусора. Ну или там же. Все. Ну, так как это О. более популярно, кажется. Тут лестница вон до самого верха. Интересно, кто-нибудь залезет по такой? Я не смогу. Есть тут босиком. Ой, а тут вон что-то провалилось, смотри. Пол провалился. Дыра. Все, обрушается концертный зал. Все рушится. Осталось здесь недолго. Ну да, вон, смотри. У-у-у. Смотри, железо под этим. Если вот на этом видите, она так вибрирует. Да. И эхо по всей. Как же оно так провалилось? Ну так. Знаешь, я думаю, что это провалилось, когда они демонтировали сам локатор. Наверное. Чуть уронили сюда, и оно пробило. Будешь петь или нет? Он работает полным ходом, ковыряет что-то. Смотри, на веревке что-то тянет. Угу. Люди зарабатывают как могут. А мы их снимаем. Вон вытянули из шара какую-то железяку. Ну, металлисты 100%. А потом там пилят и сдают. Орудуют тут. Так, друзья, ну мы уже достаточно налазались по этим шарам. В маленькие уже мы не идем, потому что темнеет. Ну, Минус зимних походов. Быстро темнеет. да, рано темнеет, и еще очень тяжело идти по снегу. Не везде натоптаны тропинки.
Ну а так объект очень классный, поэтому мы советуем его посетить. Пока не раздербанили до конца. Да, потому что идет активное распиливание и растащивание всего, что вообще может пригодиться. Скоро, наверное, здесь уже ничего не останется, хотя и так внутри ничего не осталось. Они вытащили вообще все, что могли. Раскопали, ободрали, все сожгли, что можно. Остался кирпичи вынести. Ну и сами шары укатить куда-нибудь. На парники или на что они могут пригодиться. Ну вот мы бы сделали здесь 2 концертных зала. Да. Ну все, друзья, будем прощаться.